Привет! Вы часто задаете мне вопросы по поводу петли смещения. Что это за петля, зачем она нужна? И сейчас я хотела бы подробно об этом рассказать. Когда вы вяжете полотно по кругу, каждый столбик, который вяжется в предыдущий столбик, немного смещается в сторону. Когда вы вяжете поворотными рядами, этого незаметно, потому что вы вяжете столбики, делаете поворот, вяжете следующие столбики, они немного смещаются, но когда вы делаете поворот снова, столбики смещаются в другую сторону. Поэтому ряды получаются ровными. А когда мы вяжем по кругу, все столбики смещаются все время в одну сторону. И поэтому у меня не получаются ровные ряды. Здесь я вязала ножку для куклы и отмечала начало каждого ряда контрастной нитью. Вот здесь очень хорошо видно, что она смещена вправо. Я вязала, дошла до этого места, и дальше я решила зашить ногу, чтобы прикрепить ее к телу, и кукла могла садиться. Для этого ножка у меня должна быть прямая. Но если бы я зашила ножку, начиная с первой петли, эта ножка получилась бы кривой. Для того, чтобы получить прямую ножку, я ее выровняла и посмотрела, что лучше было бы зашить вот таким образом. Для этого мне нужно, чтобы вот здесь была первая петля. И я переместила ее сюда. То есть просто провязала еще 4 дополнительных столбика и, можно сказать, перенесла первую петлю в это место. Эти 4 петли называются петлями смещения. Их может быть любое количество для того, чтобы получить ровные изделия. У разных вязальщиц это количество может быть разным. Так как люди вяжут по-разному, у каждого свое натяжение нити, и у каждого наклон петель может быть разным. Поэтому часто эти петли не учитываются в схемах. Вы должны сами определять, нужна ли вам петля смещения или не нужна. Просто время от времени проверяйте свое изделие. И если вам нужно, вы всегда можете добавить несколько петель, чтобы выровнять его. Когда я вязала эту ножку, мне нужно было сделать сзади ноги, вот здесь прибавки, дальше убавки и снова прибавки. И все они должны были получиться строго по центру. Чтобы знать, где находится моя первая петля, я использую контрастную нить. И вот вы можете увидеть, здесь я вязала ровно, затем мне нужно было делать прибавки. И так как мои петли уходили в сторону влево, потому что я вязала изнанкой наружу, я сделала дополнительную петлю смещения, снова вязала прямо. Дальше мне нужно было сделать убавки. И я снова добавляла петли смещения и дальше вязала прямо. Здесь уже петли смещения я не делала, потому что мне было не важно, чтобы эта нить осталась по центру. Так что я просто, когда придумывала схему, смотрела, чтобы прибавки получались по центру. Иногда вы присылаете фотографии ваших кукол, когда у вас ножки получаются не такие, как у моей куклы, а, например, повернуты в одну сторону,
или колени находятся не над носочком. Это получается из-за того, что ваша манера вязания не такая, как у меня. Скорее всего, мы как-то по-разному натягиваем нить, или у нас другая плотность вязания, и ваши ряды могут быть сильнее наклонены в сторону. Поэтому вам нужно посмотреть, где бы вы хотели сделать ровнее, и в тех местах добавить петли смещения столько, сколько вам нужно. Бывают такие ситуации, что, например, у меня сильнее идут ряды в сторону, чем у вас. Тогда вы можете не добавлять петли смещения или даже убрать несколько петель для того, чтобы получить полотно ровнее. То есть петли смещения можно как добавлять, так и забирать. Главное, чтобы у вас получилась ровная красивая игрушка, и вы любовались ею. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Если у вас есть еще какие-то вопросы, пишите в комментарии, и в следующих видео я отвечу на них. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, и встретимся в следующем видео. Пока!